Всем привет, меня зовут Дильшот, я из Таджикистана, закончил АУЦА и также учился вот в этом замечательном месте. Это кампус во Франции, в городе Реймс, университета Sciences Po. И на этом ролике я бы хотел ответить вам на несколько вопросов, которых я приготовил. Такие вопросы, как почему я выбрал на самом деле этот университет, какой был конкретно пошаговый процесс поступления по программе обмена, как я вообще получил стипендию Erasmus+, поговорим немного про учебу, сложности, несложности. Поэтому думаю, что видео будет супер интересным, поэтому давайте начнем. Почему я вообще выбрал Sciences Po? Получается, был уже второй курс, то есть я начал уже учебу, это был сентябрь, и со второго курса в нашем университете, конечно, можно уже начать подавать заявку на различные программы обмена, и университетов там просто куча. И когда я выбирал, я смотрел, конечно же, на локацию, на сам университет и на возможности получить стипендию. Дальше я, когда уже составлял свой лист, куда я буду подавать заявку, я уже начал читать про университеты, собственно говоря, среди всех, куда я мог подать заявку, и после того, как я прочитал, я понял то, что ну все, Sciences Po — это то место, куда я должен подать заявку, потому что я узнал много причин, почему стоит здесь учиться. Во-первых, это то, что Sciences Po — это элитная школа, то есть что-то вроде европейского Гарварда. Тут acceptance rate, по-моему, 15% для учащихся, и все бывшие, по-моему, 13 президентов, мне это друзья сказали, я до сих пор не проверил, но бывшие 13 президентов Франции учились в этом университете. И включая вот Макрон, который на данный момент является президентом, он тоже учился именно здесь. В то время я учился на политика, и я понял то, что вот если я политик, это прям то место, куда я обязательно должен попасть. И потом я узнал то, что он занимает 3-е место в мире по политике и социальной науке. Это для меня был просто вау. Конечно же, АУЦА супер крутой вуз в нашей регионе, но я всегда тоже, у меня была такая мечта учиться в Европе или же в Америке, и я такой узнаю то, что супер элитная школа находится прям у меня в пути, то есть я реально смогу туда поступить, реально смогу там поехать поучиться. И потом я посмотрел кампус, вот вы сейчас видите, все здесь замечательно. Вот то, что я очень сильно хотел, для меня привлекательна именно архитектура. Если я не ошибаюсь, университет сам начал свою деятельность в 1800 каком-то году, а это здание вообще было построено в 1600 каком-то году, я точно сейчас не могу сказать, но получается здание достаточно такое историческое, но в то же время имеет элементы хай-тека, новых технологий, поэтому все вот эти факторы повлияли на мой выбор именно этого университета, и так я выбрал и решил, что я точно буду поступать сюда. Ну и теперь один из самых главных вопросов, как я попал и какой процесс поступления сюда было у меня как студент по обмену. Я приехал сюда по обмену, это когда между двумя университетами есть партнерство, и у тебя есть возможность подать заявку и поехать поучиться там год или же полгода, может быть даже больше, в зависимости от того, какое у этих университетов партнерство. А у нас была возможность тут учиться либо год, либо полгода. Я хотел бы год, но тогда начался ковид, поэтому не было такой возможности. Я приехал сюда на полгода по программе обмена через АУЦА. АУЦА является, по-моему, единственным партнером из Центральной Азии, но если вы учитесь в университете и хотите тоже сюда как-то пробраться, то вы можете как индивидуальный студент подать со своего университета, даже если там нету партнерства. Можете зайти на сайт, посмотреть, прочитать все процессы подачи заявок. Это тоже возможно, это тоже реалистично. Так делали некоторые студенты и в нашем университете, то есть подавали в различные другие университеты. У нас, например, нету партнерства с Массачусетс, но я помню, что был какой-то парень, который по программному инженерию поехал туда учиться по программе обмена. То есть все возможно, все в ваших руках. Поэтому обязательно прочитайте. Ну, а для меня был, в принципе, процесс простым. То есть мне не нужно было поступать сюда, мне нужно было пройти вот этот
отбор в своем университете. Он длится из двух раундов. Первый раунд — это анкетирование, это когда вы собираете все свои документы, чтобы подать заявку. Туда входят 2 рекомендательных писем от профессоров. Кстати, вы не можете посмотреть, что они там писали, потому что это у нас было в форме, как это называется? Потому что ваш учитель напрямую отправляет в университет. Ну, где как. Возможно, у вас будет по-другому. То есть 2 рекомендательных письма, мотивационное письмо, оценки, то есть табель ваших оценок, потому что оценки тоже будут играть хорошую роль. План учебы, то есть если вы сюда приедете, что нужно делать? Нужно было прям полностью все написать. И как я ранее сказал, это был в моем списке единственный вуз, куда я хотел подать заявку, и я прям очень сильно хотел, чтобы туда пройти. Поэтому в процессе сбора всех своих данных на первый этап я делал все, чтобы все, что я делал, выглядело просто идеально. Например, вот стадий-план. Обычно, когда я спрашивал у тех, кто подавали, они все говорили то, что они просто составляли там список нескольких курсов, которых они будут брать, и это ничего серьезного тут нету. Но я прям таки сделал таблицу красиво, собрал список курсов, которых я хочу взять, и собрал альтернативный, нашел список клубов, которые здесь есть, все собрал, написал, что я вот туда хочу, потому что, то есть причины рядом, написал вот с кем бы я хотел познакомиться, с какими профессорами для меня важно знакомство, у них поучиться, и кроме того, что я написал про курсы, я собрал список мероприятий, которые проходят вообще в Европе, и также в основном, самое главное, во Франции. Там был European Day, когда можно было бы посетить различные парламенты, там государственные места, куда обычно тебя не пустят. Вот как мне, как политику, это было очень важно посетить, посмотреть. И вот, то есть я максимально все собрал, и в мотивационном письме тоже прям конкретно все прописывал, что здесь именно поможет мне хорошо, отлично закончить свою учебу в АУЦА. Выбирал курсы, которые недоступны в АУЦА, но они имеют какой-то, то есть у меня есть какой-то интерес к этим курсам, то есть я старался как можно конкретнее показать им то, что я действительно отличный кандидат, и говорил то, что вот мне сейчас обязательно туда надо. В итоге я отправил свою анкету, через примерно неделю-два, по-моему, уже пришел ответ. Нас пригласили на интервью, второй раунд был интервью, и это все было на французском языке. Я такой... Когда был сентябрь вообще, и открыли эту программу, я начал учить французский язык. У меня был ровно месяц для того, чтобы подготовиться к нему, а я французский вообще в то время не знал. То есть мне нужно было с нуля прям поднять свой французский на тот уровень, чтобы я смог нормально сдать интервью. Поэтому это был целый адовский процесс для меня. Я очень усердно учился, старался практиковать, изучать, готовить свои вопросы, ответы, изучать их, чтобы я примерно понимал, что они говорят. И в итоге, то есть по всем тем, что я делал, у меня все очень хорошо получилось. Я сдал интервью на отлично. И потом, когда мы смотрели список всех подавшихся на эту программу, я был в топовом прям 20 из 20 баллов. То есть моя кандидатура была один из самых сильнейших. Поэтому меня выбрали на эту программу, и я, в принципе, прошел. То есть вот, в принципе, вот такой процесс поступления, прохождения на эту программу у меня было. Ничего остального не было. И у нас следующая тема — сложность учебы в Sciences Po. И насколько лично мне, по моему опыту, было сложно или легко тут учиться. И как я сказал, я приехал сюда, у меня программа называлась International Affairs and Strategy, то есть это международная политика, в общем-то говоря. Я это и изучал в своем университете. За неделю до учебы у нас была подготовительная, якобы ориентационная программа, на которой можно было бы пойти, если хочешь, если не хочешь, не обязательно идти. То есть это было 4 или 5 дней. Мы приехали, первый день нам показывали все, рассказывали, там кампус, у нас была возможность познакомиться с студентами. Но на самом деле, когда я приехал, для меня это было большим шоком, когда я узнал то, что сюда студенты обмена, обычно там, я не знаю, я думал там 50, там 100, не 250, потому что в наше время, когда я сюда пришел учиться, кроме меня было примерно 200-250 других студентов, которые тоже приехали с разных вузов, чтобы здесь учиться. Поэтому
присмотритесь, как я говорю, тут действительно очень многие приезжают, и возможность очень хорошая. И вот это и есть крутая часть этого университета, то, что ты сидишь в парте, в классе, то есть, и там ребята с разных стран, и все делятся своими мнениями, и ты такой начинаешь, то есть, изучать международные отношения в международной группе, где все из других стран, и ты прям как делегат какой-то страны можешь поделиться конкретно из первого лица про свою страну, если нуждается, то есть это была крутая часть. Для меня вначале было сложно, потому что, как я сказал, система образования отличается, и то, как вообще проходят пары, тоже очень сильно отличаются. И элитная школа крутая, крутые специалисты, и, конечно же, требования от учеников намного выше, чем, например, в УЦА. Допустим, то правило, то, что ты не можешь пропустить уроки больше 2 раза, это меня очень сильно убивало, потому что я хотел пользоваться различными возможностями, там какие-то конференции и так далее, все проходило. Я проходил туда и не мог просто поехать, потому что я должен был рассчитывать так, чтобы я не потратил вот эти 2 своих пропуска в какой-то возможности, и потом такой, я никуда не могу поехать и так далее, чтобы такого не было. Ну а так, в принципе, я бы сказал, да, тут было мне немного сложно в начале, но потом, когда уже привыкаешь, через какое-то время, в принципе, все становится нормально. В принципе, сложность почти везде есть, только в начале. Вот если в начале быстренько адаптироваться, то сложностей больше не будет. А сама студенческая жизнь здесь была супер интересная для меня, потому что мы ходили по разным местам с ребятами, мы выходили, сидели, вот просто сидеть даже здесь, общаться, устраивать пикники, там в бары ходить с ними. И студенческие организации, клубы проводили очень много мероприятий, и я сразу же подключался к ним, чтобы знакомиться. Я брал спорт, скалолазание. Для меня это было что-то новое, потому что в нашем университете такой возможности не было, и это было для меня круто. Я жил на самом деле здесь у знакомых своих, с которыми я познакомился во время учебы, вот как раз таки в процессе подачи заявок. Такая хорошая тоже возможность была, я получал стипендию и жил бесплатно. Тут есть еще возможность, если вы приходите за свой счет, подать заявку на стипендию от общежития, и также есть стипендия от государства, то есть вы можете получать финансовую поддержку на покрытие своего проживания. Тоже очень крутое, мне кажется, называется КАФ. Вот, поэтому для вас будет действительно какая-то поддержка, если вы тут будете учиться. А так, в принципе, как я сказал, проживание здесь, мне кажется, в месяц 400 евро было бы достаточно на проживание, питание именно здесь, в этом городе. В какой-то мере, возможно, человек может быть и потратить чуть меньше, чем $400. Что классно в общежитии, то, что вы живете один. То есть у вас очень маленькая комната, конечно, но вы живете один, у вас своя отдельная душевая, уборная. Мне кажется, это просто рай, чем жить вместе с другими и делиться этим. А так, в принципе, мне учеба очень сильно понравилась, несмотря на то, что я приехал сюда в 2020 году, и во время ковида у нас не было какой-то возможности что-либо делать. Мы приехали, 2 месяца поучились, и начался ковид, мы много страдали, много сидели дома, онлайн учились, все было сложно, потому что, в принципе, я думаю, то, что вы сами помните, какой это был момент, но, тем не менее, мы выжили, все было хорошо. Я вообще решил остаться во время ковида здесь и тут продолжил свою жизнь. Мне кажется, в принципе, у меня все нормально прошло. Я бы не пожаловался, я сделал много таких важных решений в своей жизни. Если так взять, мне этот опыт очень сильно понравился, то есть опыт именно учебы здесь, несмотря на то, что я не смог получить полностью учебы офлайн, но все было очень классно. Поэтому, если у вас есть желание поступить сюда, учиться здесь, то обязательно подавайте. Это очень крутой университет, имеет программы и на французском, и на английском, предоставляет вам возможность получить полное финансирование. И учеба тут длится 3 года, 2 года вы учитесь здесь, в своем университете, и 1 год обязательно должны будете учиться в какой-то другой стране или во Франции, но просто в другом университете. То есть программа обмена у этого университета обязательно.
и имеется полная стипендия, то есть вы можете совершенно бесплатно здесь проучиться по стипендиальной программе Эмиль Бутми. И у меня как раз-таки для вас отличная новость, потому что недавно мы сняли интервью с одной девочкой из Узбекистана, которая как раз-таки учится здесь на программе бакалавриата и по вот стипендиальной программе. Поэтому переходите по ссылке, также и здесь на экране появится ее интервью. И еще, кроме этого, у меня есть дополнительное видео про программу Erasmus, тоже вы можете посмотреть по ссылке в описании. Если у вас будут какие-то вопросы касательно этого университета или же касательно поступления по программе обмена, вы можете писать в комментарии. И я желаю вам всем удачи. Пока-пока.